Алина бежит по замерзшему лесу, испуганная и вся в крови. Ее дыхание сбивается на холодном воздухе, когда она пробирается сквозь снег, отчаянно пытаясь спастись. Вдалеке она замечает красное свечение от старого здания, слабый знак надежды. Но прежде чем она успевает дойти до него, темная фигура в черном плаще хватает ее за горло и шепчет одно единственное имя — Андрей. Алина резко просыпается. Это был всего лишь кошмар, но это имя не было совпадением. Андрей, ее жених, и до их свадьбы остались считанные дни. Чтобы подготовиться к будущему, Андрей работает без остановки, откладывая все возможные деньги до знаменательного дня. Все еще потрясенная сном, Алина доверилась своей тете Евдокии. Тетя считает, что это было не более чем странное видение, не имеющее никакого реального значения. Она напоминает Алине, что знает ее собственное сердце, и советует ей очистить разум и отпустить эти мрачные мысли. Позже, когда Андрей возвращается домой с работы, Алина встречает его с теплом и любовью. Они живут в маленьком украинском городке Конотоп. Но мир ускользает от них. Российские войска начали вторжение, перейдя границу возле Нобеля и наступая по всему Восточному фронту. Одной из целей является регион, окружающий их родной город. Когда опасность становится все ближе, Андрей принимает тихое решение. Он забирает Алину и ведет ее в более безопасный город. Только тогда открывается правда. Он не простой гражданин. Он — украинский военный курсант. Его план прост — доставить Алину в безопасное место, а затем вернуться на базу и выполнить свой долг. Но война уже распространилась быстрее, чем они ожидали. Вражеские войска блокируют основные маршруты, вынуждая их искать другой выход. Алина умоляет Андрея остановиться у дома ее тети, считая, что там будет безопаснее. Но когда они пересекают лесную дорогу, их останавливают русские солдаты, и пути назад не остается. Андрей старается сохранять спокойствие, изображая безобидного мирного жителя, который просто проходит мимо, но один из солдат провоцирует своего командира, предлагая захватить машину пары для нужд армии. Ситуация становится еще более мрачной, когда солдаты начинают строить глазки Алине, и их командир соглашается забрать машину, но при условии, что сначала он сможет домогаться ее. В этот момент Андрей срывается. Его гнев, подогреваемый любовью и патриотизмом, вырывается наружу. Он достает оружие и открывает огонь, уничтожая солдат одного за другим. Пули разрывают воздух, русские открывают ответный огонь, а Андрей и Алина спасаются бегством. Благодаря воле и отчаянию им удается вырваться и убежать в ночь. После этого безрассудного поступка русский командир наконец-то осознает правду. Андрей вовсе не мирный житель. Несколько солдат получают ранения, а один погибает от пули, попавшей в глаз. Несмотря на то, что большинство из них выживает благодаря бронежилетам, отряд остается униженным, застигнутым врасплох человеком, которого они недооценили вне поля боя. В конце концов, Андрей и Алина добираются до дома тети Евдокии. Но как только они приезжают, облегчение, на которое они надеялись, сменяется болью в сердце. Их домашняя собака погибла, сраженная шальной пулей во время погони. Алина обнаруживает, что Андрей скрывал серьезное ранение. Он был ранен в грудь, и пуля до сих пор застряла глубоко в его теле. Она бросается за помощью, но повреждения слишком серьезны. Как бы они ни старались, спасти Андрея не удается. В этот момент Алина вспоминает свой кошмар. Темная фигура, зовущая Андрей по имени, и ощущение, что она его потеряла. То, что когда-то казалось сном, теперь стало реальностью. Теперь начинается ее месть. Это и есть ведьма, месть. Этой ночью русские войска спокойно укутывают тело погибшего товарища. К утру Алина дрожащими руками обтирает безжизненное тело Андрея. Горе переполняет ее. Она шепчет, что за всю свою жизнь, пройдя через бесчисленные войны и бесконечные смерти, она никогда не чувствовала такой боли. Андрей был ее целью и причиной, по которой она решила жить как человек. Теперь, когда его нет, она клянется, что каждый солдат, отнявший у нее счастье, заплатит, и никто из них не умрет быстро или мирно. С сердцем, переполненным местью, Алина идет к давно запечатанной комнате и открывает ее, используя собственную кровь. В зеркале она видит татуировку на руке в виде связывающих цепей. Истина, наконец, раскрыта. Алина — древняя ведьма, живущая уже тысячи лет. Когда-то она запечатала свои силы, чтобы жить спокойной смертной жизнью. Андрей был причиной, по которой она выбрала мир. Теперь, когда ее любовь похищена, тьма, которую она похоронила, начинает пробуждаться, и жажда мести становится ее единственной целью. Тем временем в русском лагере командир Ровни сообщает мрачные новости. Путь снабжения продовольствием отрезан после того, как украинский удар уничтожил их запасы. С другой стороны, есть новости, которые поднимают настроение солдат. Они получили разрешение на самостоятельные действия, а значит, теперь могут беспрепятственно грабить местное население. Не раздумывая, солдаты грубо врываются в близлежащие дома. Один из жителей умоляет о пощаде и утверждает, что у него нет ничего ценного. После обыска они находят то, что солдаты считают гораздо более ценным — юную девственницу по имени Кетня. Один из солдат, Бандос, тут же начинает домогаться ее. Другой солдат, известный как Сова, отказывается принимать в этом участие.
Он хранит верность своей жене и не хочет переступать через свои принципы. Снаружи несколько солдат стоят на страже, когда к ним подходит бесстрашная женщина средних лет. Она кричит в гневе и проклинает их жестокость, предупреждая, что их постигнет страшная кара. Ее слова только разжигают их ярость. Калас, один из солдат, срывается и без раздумий стреляет ей в голову. Вскоре возвращаются остальные члены отряда, неся мешки с украденной едой и добычей. Кетню притаскивают вместе с ними, все еще связанную и с кляпом во рту, и отдают Бандосу, который продолжает мучить ее, потому что никто больше не хочет его остановить. Тем временем Алина пробудила в себе всю магическую силу и начинает мстить. Она берет образец русской крови с бампера машины Андрея и использует его в качестве канала для своего темного заклинания. В ту же ночь солдату по имени Селур внезапно становится плохо. Его рвет волосами и густой черной жидкостью, а изо рта выпадает маленький клочок бумаги с посланием: «Этот лес станет твоей могилой». Агония продолжается, его ноги словно распирает изнутри, пока он не умирает в ужасном состоянии. Остальные солдаты полагают, что у Селура случился сердечный приступ, совершенно не понимая, что его убило на самом деле. Бандос, все еще опьяненный собственной жестокостью, завершает свой мерзкий поступок и громко смеется. Он издевается над остальными и бросает вызов любому солдату, который хочет помериться силами с Кетней. Командир Равни, однако, начинает чувствовать, что что-то не так. Он приказывает Бандосу отпустить ее. Разочарованный, Бандос оттаскивает Кетню далеко от лагеря и бросает ее на обочине дороги. Мгновением позже подъезжает машина. Это Алина. Она открывает дверь и молча предлагает Кетне выбор: шанс отомстить за все, что ей пришлось пережить. В это же время командиру Равни снится страшный сон. Он оказывается в доме Антиевдокии, где ведьма говорит ему, что он и его люди погибнут. Он просыпается в шоке, тяжело дыша, и пытается избавиться от видения. Вдалеке он видит Бандоса, который отлучился, чтобы облегчиться. К его ужасу, Бандос мочится красной жидкостью, похожей на кровь, как будто его собственные грехи начали выливаться из него. В другом месте, на одном из сторожевых постов, Сова сидит в одиночестве и думает о своей семье. Он слышит странный шепот и засыпает. Когда приходит Алина, она поднимает руку, чтобы убить его, но останавливается, увидев семейную фотографию, приколотую к его куртке. Она забирает фотографию и оставляет его невредимым. Это милосердие не повторяется на втором посту охраны. Там солдат по имени Ролик видит разбросанные на земле деньги. Заманенный шепотом Алины, он, не задумываясь, идет по денежному следу, все дальше и дальше удаляясь от своего поста и попадая в ее ловушку. На следующее утро все солдаты получают одно и то же леденящее душу послание. Оно гласит: «Этот лес станет вашей могилой». В отряде сразу же вспоминают о бумажке, которую Солер выбросил прямо перед смертью. Однако командир Ровни отвергает их страх. Он настаивает, что это не более чем украинская кибертактика, психологическая операция, призванная сломить их боевой дух. Он приказывает бойцам не отвлекаться и не поддаваться на запугивание. Несмотря на его приказ, один из солдат по имени Уфа сообщает о чем-то странном, что он обнаружил в лесу. Отряд отправляется на разведку. То, что они находят, не дает им покоя. На деревьях висят куклы Вуду, раскачивающиеся на холодном воздухе. Командир начинает допрашивать охранников, дежуривших накануне. Сова объясняет, что все было тихо, и что единственным человеком, который мог видеть что-то необычное, был Роллер. В этот момент они понимают, что Роллер пропал со своего поста. Поисковая группа отправляется в лес и вскоре находит следы. Следы приводят их к Роллеру, крепко привязанному к дереву с зашитым ртом. Прежде чем они успевают отреагировать, Алина издалека посылает свою темную магию. В тот момент, когда солдаты приближаются, тело Роллера разрывается от сильного взрыва. Даже став свидетелем такого ужаса, командир Ровни отказывается верить во все сверхъестественное. Он убежден, что все это ловушка, и что настоящими организаторами должны быть украинские военные. Тем временем Алина все глубже погружается в свой ритуал. Она вызывает духов тьмы, чтобы укрепить свою растущую силу. Снаружи дома Энди из Доки развешивает белье, когда с неба внезапно падает стая ворон. Встревоженная, она бросается в дом и застает Алину за приготовлением смертельного проклятия, направленного на семью Совы. В ужасе она умоляет Алину остановиться. Она прекрасно знает, куда ведет эта дорога. Если Алина продолжит, она потеряет контроль над собой и превратится в безжалостного демона, существо, которое в конце концов разрушит собственное тело изнутри. Но Алину больше не волнуют последствия. Ее сердцем правит месть. Она отвергает предупреждение тети и напоминает ей, что она гораздо старше и гораздо сильнее. Правда раскрывается. Евдокия не является ее кровной родственницей. Это женщина, которую Алина когда-то спасла во время Второй мировой войны. С тех пор Алина обучила ее чарам колдовства. Хотя тетка не бессмертна, ее старение замедлилось до доли обычной человеческой жизни. Но даже несмотря на это, ее беспокойство и мольбы не могут изменить решимость Алины. Месть ведьмы только усиливается. Вернувшись в лагерь, Сова горюет, собирая то, что осталось от его погибшего товарища. В этот момент он получает сообщение о своей семье.
Его тревога возрастает. Он просит командира разрешить ему отойти подальше и получить более сильный сигнал, чтобы проверить их по видеосвязи. Но как только он пытается поделиться фотографией, сигнал внезапно пропадает. Командир Равни начинает что-то подозревать и обвиняет сову в том, что ему все привиделось. Он приказывает ему вернуться на свой пост, убежденный, что враг использует иллюзии, чтобы выманить их и устроить засаду в лагере. Мгновением позже сигнал возвращается. На этот раз на телефон совы приходят многочисленные фотографии, на которых запечатлены его жена и ребенок. Отчаявшись и дрожа, он видит неподалеку броневик с открытым люком. Сова прыгает в него и уезжает, надеясь спастись и спасти свою семью. Но по дороге перед ним возникает видение Алины. В панике, не контролируя себя, он врезается во все на своем пути. Он даже случайно сбивает сослуживца, задавив его насмерть. Отряд наконец останавливает его, и Филин попадает в плен, подвергается избиениям и пыткам со стороны командира и остальных. На следующее утро тишину лагеря нарушают взрывы, доносящиеся со всех сторон. Паника распространяется мгновенно. Вскоре они понимают, что их собственное оружие обернулось против них. Алина взяла власть в свои руки. В лесу Калас, отделившийся от группы, вдруг видит призрак женщины, которой он выстрелил в голову. В ужасе он открывает дикий огонь по видению, не зная, что это всего лишь иллюзия, созданная Алиной. Затем перед ним появляется ведьма, принявшая облик командира Равни. В этом обличье она убивает Калаза и вырывает его сердце, чтобы стать еще сильнее. Вернувшись в дом, Алина со зверским голодом пожирает сердце. Тетя Евдокия в ужасе наблюдает за происходящим, чувствуя, что с телом Алины происходит что-то неестественное. Тетка пытается достучаться до нее, но Алина, охваченная яростью, бросается на нее и случайно ранит. Она предупреждает тетку, чтобы та держалась подальше, пока ее месть не будет завершена. В ту ночь оставшиеся солдаты собираются вместе, потрясенные и измученные. Один из солдат шепчет о старой легенде, о канатопской ведьме, и утверждает, что это должно быть связано. Командир Равни по-прежнему отказывается слушать. Он приказывает бойцам не спать и велит во что бы то ни стало захватить врага. Когда в лесу снова появляется густой туман, Алина использует его, чтобы передать предупреждение непосредственно Равни. Она говорит ему, что сопротивление канатопской ведьме приведет только к смерти. К утру обнаруживается нечто еще более тревожное. Трупы павших воинов исчезли. Один человек пробормотал, что это дело рук демонопоклонников, но командир заставляет всех идти по свежему кровавому следу. В это же время Бандос начинает страдать от загадочной болезни, его рвет кровью, а из тела выползает таракан. Поиски приводят отряд к ужасающему зрелищу. Человеческие конечности и органы свисают с деревьев, словно трофеи, выставленные на всеобщее обозрение. В этот момент появляется Алина, но увидеть ее может только Равни. Его охватывает страх, и он открывает беспорядочный огонь по лесу. Бандос сбегает и пытается найти помощь в городе. Вместо этого он сталкивается лицом к лицу с Кетней, которая теперь требует отмщения. Алину пока не могут убить пули, но ее сила еще не исчерпана. Каждая жизнь, которую она забирает, приближает ее к потере контроля, а ее тело все глубже попадает под демоническое влияние. Хаос распространяется среди войск. Командир, охваченный паранойей, стреляет в одного из своих людей, который пытается дезертировать, обвиняя его в трусости. Оставшиеся солдаты добираются до дома Алины и разделяются на две группы. Двое из них ждут снаружи, но спор перерастает в драку, и один из них в порыве гнева убивает другого. Внутри командир и еще один солдат рыщут по темным коридорам. Они находят свежую кровь, и вскоре солдат оказывается в ловушке иллюзии. Он стреляет в то, что считает врагом, но это всего лишь бутылка с кислотой. Стекло разбивается, и кислота плавит его лицо, убивая его в жуткой сцене. Обезумев, командир Равни верит, что наконец-то захватил Алину. Он нападает на стоящую перед ним фигуру, не понимая, что на самом деле нападает на своего собственного солдата. Остатки его рассудка рушатся. Алина больше не прячется. Она выходит вперед и добивает оставшихся в живых бойцов, оставляя в живых только себя и командира. В этот момент появляется тетушка Докия, взывающая к Алине, чтобы она остановилась. Она открывает правду, которая пробивается сквозь ярость Алины. В ее чреве находится ребенок Андрея, жизнь о которой она и не подозревала. Отчаявшись, командир хватает тетку и пытается использовать ее в качестве заложницы, но его оружие становится бесполезным под действием магии Алины. Он окончательно повержен, бессилен и сломлен. Алина стоит на грани мести и искупления. Она хочет покончить с ним, но не может заставить себя уничтожить последнюю ниточку, связывающую ее с человечеством. Тетушка Докия предлагает другую судьбу. Она предлагает лишить командира разума и передать его украинским войскам как беспомощного безумца. Алина соглашается, завершая свою месть, не забирая последнюю жизнь. История завершается рождением ребенка Алины. Она держит на руках своего ребенка, уже не та женщина, которой была раньше, и не совсем то чудовище, в которое она боялась превратиться. Концовка оставляет тревожный след. Месть может на мгновение удовлетворить сердце, но она всегда тянет душу ближе к тьме.
Мораль этой истории такова: не связывайтесь с древней ведьмой, не начинайте войну, которую не сможете выиграть, и уж точно не злите женщину, которая только что потеряла жениха.